15 часов полета, и мы приземляемся. Можете вообще себе представить, куда это сухая нужно лететь 15 часов? Нет, серьезно, на 15 часов лететь. Еще прямой рейс. Вау. И мы почти долетели, ребята. Это последние полчаса в самолете. Нас, в общем, кормили 2 раза. Это был ужин и завтрак. Потом перекус был пиццей. Снэк раздавали, там напитки, снеки. В общем, вот так долетели. Ну, у нас, конечно, с собой были снеки еще, но в целом вот так вот долетели. Кто-то уже вышел с самолета. И самое странное, мы ждем багажа перед паспортным контролем. Да. Видимо, здесь такая система, но сейчас после паспортного контроля... Сейчас... Если что, тебя уводят просто прямо с чемодана. Чтобы сразу проверить вещи, что это ты привез. Не все так просто, как кажется. Мы только заселились, а прошло уже столько времени. А на самом деле просто кто-то выглядит подозрительным. И это не я. Но сейчас не про это. Эту историю мы расскажем чуть позже. А вот так вот выглядит номер, в котором мы заселились. Заплатили 350 евро, что-то такое. В общем, вот номер. Такой кондиционер. Кровать. Рабочее место. Сразу такая вот раковина тут вот. Собственно, вот даже чайничек. А, нет, это не чайничек, или что это? Ага. Ну, в общем, да, что-то для чая. Даже есть микроволновка, холодильник. И вот такая вот ванная. Что приятно, то что все чистенькое, как будто вот тут недавно делали, может быть, даже ремонтик небольшой, косметический. Но как это здание выглядит снаружи, это, в общем, смотрите американские фильмы. Кто смотрел, тот знает, о чем я. Главное, там развивается американский флаг рядом. А где американский флаг? А, вот он наш. Американский флаг, вот он развивается. Первый прием пищи в США. Как-то даже не верится, звучит так необычно. Естественно, мы пошли в такой местный стейкхаус. Да, и смотрите, какую огромную котлетищу нам это забабахали. Это капец. И каждый такой бургер стоит по 11 баксов. Я не знаю, как это укусить, но давайте. Как сочно! Да. Мы поели. Я лично наелся. Я объелся, я бы даже сказал. А кто-то еще жует. Ворует по мясу. Да, бургера нет, но так как слишком много картошки фри было, ее, конечно же, все часть умяли. Хорошо, что я не взяла себе еще картошку. По итогу у нас по счету вышло на двоих 30,92. Цена очень приятная. Ну, вообще, в принципе, ну, даже на Пхукете мы были, бургеры там дороже были. Такой особенно огромный, сочный бургер вообще. А живем мы, собственно, вот в таком вот месте. Я не знаю, кто из вас смотрел американские фильмы, но это прям вот по-американски. Мне это напоминает хостел немножко. Но здесь много такого, поэтому это не хостел, если что, это отель. Просто он вот так вот выглядит. Тут какая-то жара неимоверная, я хочу сказать. Ну прям жара. Я Чувствуешь разницу после Дубая? Да. Одинаковая жара. Вот в чем разница. Не понимаю, почему. Тут должно было быть как-то посвежее. Тут нифига не свежее. Жесть. О, вертолет летит. Мы приехали брать машину на прокат. Сейчас находим эту машину, надо забирать в каком-то вот райончике, не в самом даже Орландо. И нам ее не привезли. То есть, чтобы привезли машину здесь к вашему дому или отелю, нужно было заплатить примерно $100. Вот, поэтому мы решили за машинкой сами проехаться, заплатили 15 евро. У меня в евро просто приложение Uber, поэтому заплатили 15 евро и проехали где-то 20 километров. Вот, и находимся в таком районе.
Вот машина стоит. Вот Эдвард стоит. Эдвард делает это через приложение, но это чуть попозже расскажем. А вот и сам район, в котором мы забираем эту машину. Вообще милые домики. Так typical American. Сегодня у нас будет первый полноценный день в Америке, потому что вчера мы просто проспали. Если честно, 15 часов пути, это вам не просто так. Мы проспали весь день. И сегодня уже выдвигаемся на прогулку. Будем разведывать Орландо. И покатаемся, посмотрим, каково это здесь кататься, жить. Расскажем про цены, конечно же. Так интересно. Эдвард забронировал нам на 3 дня Volkswagen Jetta. Вот такая вот машинка серенькая. Кстати, я не знаю, заметили вы или нет, но номерные знаки только сзади. Вот, штат Флорида, номерной знак. Прикольно. Самое интересное, смотрите, как нужно открывать машину. Она открывается с помощью кода. Вы такое когда-нибудь видели? Напишите в комментариях. Ура! Воп-воп! И мы взяли машину. А еще у меня только что с карты списался $200 депозит. Приложение называется Puro. Что это за приложение? Это приложение, это все частники могут сдавать свои машины в аренду. И там огромный выбор автомобилей. В основном все пользуются там Avis, Hertz, Sixt, еще какими-то там с аэропорта берут машины. А это прям напрямую участников арендуешь. У них чаще, конечно же, и дешевле, и, конечно же, ну, понадежнее, наверное, так-то и т.д. и т.п. И все через приложение, там ты можешь всегда оставить отзыв, смотришь отзывы, какие были, какие не были. Вот, короче, классно, я рекомендую. Пока что все нравится. Так выглядит машина внутри. Бам-бам-бам-бам. Самое главное, тут получается, какое у нас праворульное движение? Нет, леворульное. Леворульное движение, наконец. В общем, как в Европе, к чему мы привыкли. Да, потому что после Азии ты, конечно, устаешь от этого, и будем честны. Потому что правый руль это, конечно, прикольно, но на какой-то период, а потом охота по-нормальному сесть и по-нормальному порулить машину. Так что поехали на нормальных дорогах, с нормальным рулем, не в бардачке. Поехали изучать город. Довольно-таки нормально мы добрались до самого центра города Орландо. Не без приключений, конечно. Вообще не без приключений. Ну давайте давай по порядку. Короче, как все начиналось? Я сел за руль. С этого уже все началось. Мы все-таки год прожили безвылазно в Тае, а в Таиланде праворульное движение. Я только выезжаю. Мой первый поворот направо. Как вы думаете, как я поворачиваю направо? Конечно же, на другую полосу, на встречную. А там еще слава богу, не такая повернул. там такая перегородка была, и я туда сворачиваю, я такой, и я мозгом понимаю. И машина едет Да, навстречу. и там машина едет я мозгом понимаю, что я что-то сделал не так, но что я так и не понимаю. И я такой, ладно, поеду-ка я прямо. Не, я просто тоже начала бунтовать в машине, я так, стоп! Хорошо, что Эдвард не повернул на встречную, все-таки он вывернул, и мы проехали просто прямо. А в общем, проехались мы по американским хайвеям. Это очень даже прикольная вещь. Я уже в стольких странах поездил на машине, что это просто вау. И это еще одна страна в копилочку. Это классно. Но еще хочу отметить то, как все аккуратно здесь ездят. Просто классно, очень аккуратно. И дороги просто крутые, очень качественно сделаны. Никаких ни ямок, ничего. Может быть, по крайней мере, мы сейчас это ездим, да. Но по крайней мере, по всем хайвеям вообще дороги просто восхитительные. Конец час дня, и мы добрались на завтрак. Сразу говорю, завтрак нам вышел в $35. Это 2 маленьких кофе, у меня чай-латте, у Эдварда капучино маленький и 2 сэндвича, потому что больше еды в этом кафе нету. Мы, конечно, уже устали от этого хлеба, потому что мы только приехали, сразу тут один хлеб везде видим, даже в отеле на завтрак один хлеб, просто тост. Вот по той самой причине, потому что мы устали от хлеба, что мы заказали? Правильно, мы заказали
хлеб. К сожалению, ничего другого не было. Так бы мы сразу же заказали что-то еще. Это сэндвич с сыром. Смотрите, какой сырный. Я очень сомневаюсь, что он стоит 10 баксов. Но нам его продали за 12, поэтому не за 10 же все-таки. Не, мой за 10. А, Мой, за 10. мой сэндвич стоит $10, Эдварда сэндвич 12. Давай там, типа, мяско там, туда-сюда, давай попробуем. Спорно, надо распробовать. Пока что мы еще ничего не скажем про качество продуктов. Давайте потом на эту тему поговорим. Когда мы уже тут освоимся и станет более-менее понятно. Ну, сэндвич как сэндвич, поэтому мы голодные, поедим и пойдем гулять дальше. Мы находимся сейчас возле банка PNC Bank, и наша цель была попробовать открыть американский банк-аккаунт для вот Эдварда и меня. Сначала мы зашли в Chase Bank, и у нас потребовали хотя бы адрес местный. Или Но- какой-нибудь счет. Да, или который мы счет оплатили. показать. Но у нас нету, вы знаете, мы купили сим-карту вчера, предоплаченную, так сказать, и она не, она не не может использоваться для этого. А также нас спросили, где вы проживаете. Если постоянное место жительства, у нас нет, мы живем в отеле. Мы зашли вот в PNC банк и решили спросить, а можно ли как-то все-таки избежать вот этих всех требований. И в PNC банке нам сказали, то, что нужен только, получается, паспорт немецкий и права. Главное, чтобы все документы были действительно. Нужно показать 2 документа из вашей страны. То есть вы можете- ID тоже этого достаточно. Наш вот немецкий ID тоже достаточно. И вы можете открыть официально private bank account. Это занимает 20 минут. Нам сказали прийти завтра. Стоить это будет $7 в месяц. Конечно, если вы просто откроете банк-аккаунт и вам он не нужен, то $7 в месяц платить как бы, такое себе. Но если вам нужно это для чего-то, как нам, да, например, то это хороший способ использовать американский банк. Все верно. И на самом деле это очень классно. И, возможно, вы даже эти $7 в месяц не будете использовать, если у вас на счету будет больше $500 лежать. И тогда вот эти вот фи, так называемые, то есть вот это... Monthly fee, Да. который, так сказать, собирает $7. Вы не будете их оплачивать. И вам банковский счет будет стоить ровно $0 в месяц. Так что, на самом деле, очень классно. Не благодарите. Да. Здесь это оказался такой вот развлекательный парк, и правда. Тут много еды, попкорна. В общем, в Германии это что-то типа парка аттракционов было бы, наверное. Но не Old Town, а здесь это Old Town, на удивление. Мы нашли компанию, которая делает любимый напиток Эдварда. Это рот-бир. Очень интересно, какой он будет на вкус, потому что мы его заказывали даже когда по Амазону. Мы его заказывали с Англии в Германию. Оригинальный рот-бир из автомата. Вот закрыли. Трубочку уже открыли. Блин, это реально. Ну, конечно, чуть послаще.
Не прям такой, который, но вкусный. Что примечательно, все едят какие-то бургеры, хот-доги, пьют вот эти сладкие напитки. Для нас это все равно непривычно. Я, который идет и пьет сладкий напиток. Ну ты-то ладно, его просто пробуешь тут. Мы-то не местные. Но как бы для многих это нормальное времяпрепровождение.